Когда говоришь о математике, надо иметь в виду, что это такая наука, направленная на развитие методов языка. Ее целью не является результат какой-то, понимаете, типа построить новый самолет и даже деталь для этого самолета. Другой совсем. Вот. Я считаю, что основная заслуга, говорить о научных заслугах очень трудно, никто не поймет. Даже ученый не поймет. Я скажу его роль вообще. Его роль в том, что он стал популяризатором теории групп. Родоначальником был Софусли, великий норвежский математик. Но он писал очень плохо. Никто ничего не понимал. Так вот, учитель Ибрагимова, академик Овсянников, и сам Ибрагимов, они сделали очень много для того, чтобы это все было возрождено. А Наиль еще обладает талантом популяризатора. В отличие от других математиков, которые занимаются, прямо скажем, выпендрежем. Их основная задача не дать людям, знаете, пользуйтесь, а показать, какие они умные. Поэтому они пишут очень непонятно. Вот в этом плане Наиль редкое исключение. Он специально пишет популярно, если у него серьезно, на серьезном языке написано, но это дань традиции. А вообще, конечно, если ты сам что-то понял, ты всегда можешь рассказать просто другим людям. Но не все это могут сделать. Мое раннее детство пришлось на послевоенные годы. Тогда был страшный голод. Я был 7-м ребенком в семье. Мои старшие братья и сестры потом рассказывали мне, что кормили меня кашей из семян диких трав. На мне лежали разные ответственности по хозяйству. Сходить за родниковой водой, следить за скотиной, за курами. Тяжелая была работа, заготовка топлива. Это кирпичей из кизяка. Это делается, навоз коровий, смешивается с соломой. Потом кладешь это в деревянные формы, выкладываешь в поле, чтобы они сохли, а потом их привозишь. Света тогда не было, и я, когда пошел в 1 класс, 8 лет, учился при Лучине. Но в школе, я помню, моим самым любимым предметом сразу стала математика. К моему счастью, мне повезло в армии. Когда я служил в армии в Красноярске, я заметил в книжном магазине пожилую продавщицу, которая была на иностранку похожа, не похожа на местных русских. Я к ней подошел, поговорил, и оказалось, что она немка из Германии, которые вместе с семьей убежали от Гитлера в 30-е годы. И она оказалась в Красноярске, в конце концов, и вот работала продавщицей в магазине. Я попросил ей со мной позаниматься. Она не сразу, конечно, но согласилась. Вот я начал с ней заниматься и научился говорить по-немецки. Гейне читал наизусть, так как у нас русские стихи учили, там стихи, выступал на немецкой конференции писателей. Так что вот армия в этом смысле, и не только в этом смысле, вообще образование, пожалуй, дала мне лучшие годы моей жизни. Я там 3 года служил и научился многому, и математике, и физике самостоятельно учил. И вот язык. По окончании 1 курса Московского физико-технического института в городе Долгопрудном под Москвой мне было предложено рассмотреть возможность перевода в недавно открывшийся Новосибирский государственный университет. Я съездил туда, очень понравилось и перевелся. Университет был, конечно, новосибирский, уникальный. Выдающиеся ученые преподают. Никакой административной волокиты. Много возможностей заниматься наукой. И более того, у меня была возможность еще и выбирать предметы, которые я хотел бы учить, и заменять одни предметы на другие, которые более подходят моей специальности. Лектор
наш лектор по дифференциальным уравнениям, выдающийся лектор Лев Овсянников, который впоследствии стал моим научным руководителем, предложил мне однажды сложную задачу, связанную с Римановой геометрией, и дал срок месяц на решение этой задачи. Ну, я решил эту задачу за неделю, принес ему решение. Он посмотрел и, ничего не говоря, предложил пройти с ним. Повел он меня в Институт гидродинамики, где он был заведующим отделом. Когда пришли туда, он сразу повел меня в кабинет директора института Михаила Алексеевича Лаврентьева, организатора сибирского отделения. О нем я только слышал раньше, никогда в жизни не видел. Ну вот мы зашли, идет нам навстречу высокий мужчина, наверное, 1,2 м, если не больше. Здоровается с нами. Овсянников представляет меня, говорит, вот это талантливый студент, и хотел бы его взять к себе в отдел. И вот так на 2-м курсе я стал лаборантом теоретического отдела Института гидродинамики, где наряду с учебой занимался наукой, что очень помогло быстро войти просто в современные науки. И Овсянников, именно он познакомил меня с групповым анализом дифференциальных уравнений. Вот предмет, который стал на всю мою жизнь моим любимым предметом. О проблеме Адамара, о распространении волн, я узнал еще, когда учил курс дифференциальных уравнений частных производных. И в этом курсе мой руководитель Овсянников, который читал этот курс, он упомянул об очень интересной проблеме Адамара. Мне как-то это запомнилось, и года через 4, а именно в 1968 году, мне пришла идея вернуться снова к этой проблеме с точки зрения теории симметрии Ли. Потому что Ли уже много мне показал лиевские теории, свои удивительные стороны. И пришла идея, что, по-видимому, волновое уравнение в искривленных пространствах обладает тем общим свойством с обычными волновыми уравнениями классическими, что они инвариантны относительно конформной группы. Редкие уравнения инвариантны относительно конформной группы. И с этой идеей мы начали работать вместе с нашим сотрудником отдела в Институте гидродинамики Евгением Мамонтовым. Давайте сначала поясню суть проблемы Адамара, проблемы о принципе Гюйгенса. Проблема физически состоит в следующем. Вот рассмотрим точку, откуда идет излучение света. И световые лучи распространяются. Тут мы нарисуем объект, который воспринимает, скажем, глаз человеческий. И вот, когда первая волна, вот передняя, достигает глаза, мы свет увидели. Это передний фронт световой волны. Теперь мы выключим свет. То есть вместо светящейся точки темная точка. Глаз тот же самый. Но в момент, когда мы выключили, свет еще шел, и вот сюда доходит последний фронт, вот фронт волны. После этого света нет. И идет просто, вот я их изображу такими штриховками темными. Это вот следы той волны, которая была, уже нет. Значит, вот мы резко видим, как резко выключился свет. Вот тогда говорят, что имеет место принцип Гюйгенса.
в определенном смысле. Принцип Гюйгенса много значений имеет. Вот этот принцип Гюйгенса, как сформулировал Жаком Адамаром в 1922 году. Адамар начал изучать это явление именно в те годы. Его заинтересовал вопрос, что будет, насколько, так сказать, вот это свойство нашего пространства, где мы привыкли учить, значит, это пространство, на самом деле, с точки зрения Римановой геометрии, общей теории относительности, это плоское пространство, время. Туда еще и время входит, не только вот наша высота, ширина и так далее. Длина трехмерная. Так вот, рассмотрим распространение световых возмущений в пространстве времени, где есть кривизна этого пространства времени. Тогда, как он показал, в общем случае не будет заднего фронта волны. То есть свет выключен, а мы все еще его видим, он потихоньку уменьшается интенсивность, но никогда не становится нулем. Мы видим его. То есть ослабевает свет только и никогда не выключается, хотя света нет. И ему хотелось бы найти, ответ на вопрос, существуют ли такие кривизны пространства, когда тем не менее есть еще вот это свойство принципа Гюйгенса, то есть есть резкий задний фронт волны. Ему не удалось, несмотря на свои многочисленные вычисления, он написал об этом в книге, несколько статей, не удалось найти ни одного примера. И он пришел также к заключению, по-видимому, таких кривизн, кроме плоского, случая нет. Многие люди в Италии после него, во Франции, в Америке, в USA и, значит, в России, даже в Исландии занимались этим вопросом, и как-то так и не удалось найти. Я узнал об этой проблеме, когда был студентом, слушал лекции профессора Овсянникова по дифференциальному уравнению частных производных, и как-то прошел об это место. Но когда я уже больше узнал про групповой анализ, про теорию Софоса Ли, теорию симметрии дифференциальных уравнений, я заинтересовался снова в 1968 году. Я подумал, что, во-первых, я понял, в чем особые свойства волнового уравнения по плоскому пространству. Это то, что волновое уравнение, как говорят, конформно инвариантно. То есть инвариантно относится к самой большой группой симметрий в этом пространстве, конформных симметрий. Я подумал, если это так, то, может быть, это и в кривых пространствах можно. Чтобы это понять, надо было проделать огромное вычисление. Я пригласил сотрудничать моего коллегу Евгения Мамонтова, тоже из Института гидродинамики в Новосибирске. И мы начали вычисления. Примерно 2 недели тяжелейших вычислений и пришли совершенно к неожиданному результату. Мы нашли такой пример пространства. Пространство, которое не плоское, и тем не менее есть резкий задний фронт волны. Сказали об этом Овсянникову. Он повел меня к директору института Лаврентьеву снова и доложил, что вот у нас в отделе решена такая задача Адамара, знаменитая. Лаврентьеву это очень понравилось, сказал, что он когда учился во Франции, он слушал лекции Адамара на эту тему и очень заинтересованный был. Поэтому он предложил написать статью в доклады Французской академии наук. И сам представил туда, написал письмо академику французскому Жану Лере с просьбой представить к публикации нашу статью. И статья буквально в течение месяца вышла. Таким образом был построен первый пример. И этот пример послужил мне как раз еще раз подтверждением, что теория Ли, которая мне понравилась своей изумительной логикой, когда начал изучать, что эта теория очень важна и действенна. На самом деле Ли объединил в своей теории симметрии 3 больших области математики. Это локальное изучение, то есть математический анализ, алгебру, операции с числами, и геометрию, теорию пространств, различных геометрических пространств. И это давало ему мощь его теории, чтобы решать совершенно сложные задачи.
Вот после этой теории я и стал сторонником теории Ли и посвятил развитию, дальнейшему развитию этой теории и ее приложений всю свою жизнь. Жизнь наградила меня встречами с очень интересными и великими людьми. Но я сожалею о двух упущенных случаях. Первое – это возможность сыграть в сеансе одновременной игры с гроссмейстером Ботвинником, когда он приезжал в Новосибирский университет и давал сеанс одновременной игры. Вторая была возможность зайти к Нельсону Манделе. Я проходил мимо его кабинета и как-то не решился. С детства я мечтал летать, и когда шел из школы, ложился на траву, смотрел, как вольно летают птицы, и мне было так обидно, что я не могу этого делать. Тогда я научился заставлять себя видеть во сне, как я летаю, и научился. И теперь я всегда во сне с удовольствием летаю, особенно когда устал с работы или чем-то огорчен. Я перед сном говорю, сегодня надо полетать. И как-то каким-то чудом это удается.